Сегодня встали мы очень рано, чтобы добраться до уникального места в Польше. Как пишет Википедия, это одно из самых известных мест Польши и за рубежом, но вы вряд ли о нем слышали. В общем, здесь находится памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, и он находится в деревне всего на 1000 человек. Сегодня мы встали очень рано, где-то в 5 часов утра, чтобы прийти на вокзал и доехать до Нового Тарга, чтобы оттуда доехать до такой небольшой деревни под названием Дебно в Малопольском воеводстве, потому что здесь находится памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, старая деревянная церковь. Чтобы вы понимали, эта церковь построена где-то в середине 15 века, и она сохранилась в своем виде до сих пор, то есть ей около 500 лет. И поэтому мы так старались сюда приехать, но путь был нелегкий на самом деле, потому что мы добрались до Нового Тарга, у нас в расписании на сайтах было одно, на месте этих автобусов не было, их даже не висело на табличках. Мы пришли уточнить, на чем же мы ехать, и оказывается, нам надо было ехать совсем на другом автобусе. В общем, там какая-то путаница с расписанием, и я, честно говоря, не знаю, как мы будем добираться обратно. Но в итоге приехала такая достаточно старая маршрутка, чего я в Польше встречаю редко, и нам нужно было где-то еще минут 40 ехать до Дебно. В общем, мы, наконец, сюда добрались. Но пока мы идем до самой церкви, вы, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны, и поставьте лайк за наши мучения. Мы встали в 5 утра, как-никак. Немного контекста про эту деревню. В целом в Дебно живет около 1000 человек. И место достаточно живописное и очень классное даже просто погулять здесь, потому что оно находится в горах, вокруг такие холмы, а прям рядом находится озеро Черштынское. Виды тут просто приятные, даже просто гулять, отдыхать, не обязательно приезжать ради церкви. Что мне еще понравилось с первых взглядов, как мы только вышли из маршрутки и прошли по деревне, то, что она хоть маленькая, но она очень аккуратная, и все дома какой-то сохраняют, скажем так, деревянный мотив. Очень много деревянных окон, деревянные какие-то амбары, и все они как будто немножко в одном стиле сделаны, и здесь, я думаю, просто даже здорово иметь какую-то, что ли, дачу или дом. При этом почему-то ощущается больше, что это деревня или небольшое место, чем в других местах, в которых мы были. Может быть, потому что не так много каких-то современных коттеджей. Но я думаю, это здорово, потому что раз деревня находится рядом с такой исторической и очень древней достопримечательностью, то, наверное, общая атмосфера места, она должна соответствовать. В общем, чтобы вы понимали контекст, то есть церковь построена во второй половине 15 века, то есть это года от 1450-х. В это время в мире Колумб открывает Америку, Гутенберг изобретает печатный станок, разваливается татаро-монгольская ига, и вот в это время здесь строят вот такую красивую церковь, которая стоит в том же самом виде до сих пор, то есть ей 500 с чем-то лет. У меня были ожидания по поводу этой церкви, потому что я специально почитала, почему оно внесено в наследие ЮНЕСКО, почему это место такое значительное и так далее. Но все равно, когда я увидела, это превзошло мои ожидания. Но это действительно так, потому что когда ты находишься в историческом, реально живом месте, и при этом ты знаешь вот этот контекст, то это прям пробирает до мурашек. Сама по себе деревянная постройка очень атмосферная, и просто когда заходишь во двор, там уже так жалко, камера не передает запахи, потому что даже пахнет очень вкусно. И удивительно то, что она была построена вот только 500 лет назад, построена без гвоздей, и ее уникальность состоит именно в самом типе постройки. Я не могу отойти от мысли, что вот когда в то же время, не знаю, Колумб открывал Америку, здесь люди поставили вот эту церковь. И с тех пор она и стоит здесь. То есть она свидетель именно того времени. То есть, вот эта фраза «живой памятник»,
оно приобретает прям буквальное значение. Живой памятник того времени, абсолютно полностью сохранившийся. Вообще, как? Мы так долго поражались тому, какая прекрасная церковь, что не успели записать сам ролик, погода портится. Поэтому не обижайтесь, мы сейчас запишем остаток дома, потому что ветер, дождь, а кадры, как мы переживали сам дождь, будут для видео для спонсоров. Если еще не подписаны, не стали нашим спонсором, ссылка под описанием на Патронит, либо оформите спонсорство здесь на ютубе, а мы побежали домой, потому что нас, мне кажется, сейчас зальет дождем. В общем, что бы вы думали? Время 10 часов вечера, и мы только добрались домой. Вот реально, 5 минут назад буквально зашли домой. Мы закончили снимать в 2, когда пошел дождь. И вот все это время мы добирались. Я жалуюсь на транспортную систему в сторону Закопания, там какой-то швах. Мы кое-как уехали, автобусы опаздывали. В итоге мы вообще уезжали с Нового Тарга на поезде. В общем, я жалуюсь. Ну ладно, это упустим. Вернемся к церкви. Это очень красивое место, которое реально стоит посетить всем, кто здесь бывает, потому что помимо того, что это место имеет невероятно важное историческое значение, потому что церковь вот как построена была, так и стоит все эти 500 лет. Она памятник того, как раньше делали это, то есть она построена без гвоздей, при этом она пережила все войны, ее не развалили, не разорвали, ничего с ней не сделали. Ну, это действительно редкость. Поэтому таких мест немного на Земле, и они все вот внесены в список наследия ЮНЕСКО, которые хоть как-то сохранились, и в которые вкладываются деньги, чтобы они были сохранены. Мы сейчас с вами зайдем в церковь и увидим ее в том виде, в каком она была 500 лет назад. То есть мы реально переместимся в прошлое. Удивительно то, что вход в эту церковь бесплатный. И когда мы зашли внутрь, там ксёндж, он включал магнитофон, и там как бы экскурсовод на записи рассказывал все, что вот нужно самое интересное знать про эту церковь. Еще удивительно, что до сих пор в этой церкви ведутся всякие службы, литургии или какие-то такие мероприятия связаны. То есть, как раньше сюда 500 лет назад люди приходили, молились, так и до сих пор приходят. Представляете? Если бы я была верующим человеком, наверное, я бы ощущала это место как безумно сильное, потому что такая какая-то концентрация сил, молитвы, просьб человека на протяжении столького времени. Но меня больше всего удивило другое. Я, честно говоря, по-другому нельзя сказать, обомлела, потому что в этой церкви она чуть ли не единственная в Польше, в которой сохранилось вот как раньше было, так элементы рисунков называется, я могу точно неправильно назвать, полихромия. То есть это такие полосы рисунков, которые содержат разные-разные мотивы. И в этой церкви их 77 разных мотивов, которые в комбинации составляют около 300 рисунков. Они как нарисованы, они нарисованы в 1500 году, то есть получается начало 16 века. Они вот как нарисованы, так и остались. И они выглядят так красиво, но это просто, не знаю, это вот для меня вот кого-то, может быть, интересуют поезда, кого-то интересуют деревянные здания. Вот у меня интересуют рисунки. И мне прям, я нафотала себе, чтобы просто попробовать повторять эти мотивы, потому что там есть и рисунки растений, и белый орел как символ Польши, и какие-то еще истории из быта или жизни. И это выглядит очень замечательно. И сама люстра деревянная очень красивая, и все это сохранившееся. Просто такие вещи надо видеть, они создают нереальную атмосферу из-за того, какие они есть. Вот у меня слов нет. Просто такой памятник. И там еще, кстати, специально оставили наверху одну балку, не восстановили ее, чтобы видели, то есть в каком бы она была бы виде, если вот рисунки чуть-чуть не реставрировали, то есть вот в каком бы виде потертом она бы дошла до наших дней. Мне кажется, это очень интересно. То есть все это не замененные какие-то куски, не перерисованы. Это оригиналы, которые чуть-чуть реконструированы. Удивительно, что это был будний день, в церковь заходило постоянно очень много народу. Так бы, мне кажется, я бы там зависала и рассматривала эти картинки. И ксёндж каждый раз, когда люди заходят, он с ними общается, он рассказывает все это дополнительно к тому, что вот магнитофон рассказывал, он рассказывает какие-то дополнительные интересные факты. Ну, как бы он живет в этой церкви, про нее много знает. И это очень как-то располагает, какой-то сразу создает атмосферу в этом месте. Но мне очень понравилась еще такая деревянная балка, над которой был Иисус,
как изображение древа жизни. Я такого изображения еще не видела. Там были какие-то отдельные круги, как рисунки, а рядом были изображения святых, деревянные такие. И это выглядит, как, знаете, как раньше в книгах отдельные вырезанные были страницы, они друг на друга накладывались. И этому тоже 500-400 лет. И я на это смотрю и думаю, вот кто-то же когда-то это сделал. То есть в эпоху географических открытий, когда происходило столько интересных событий во всем мире, в это время здесь вот ставили вот такие деревянные церкви. И удивительно, что это место сохранено и стоит просто в небольшой деревне на 1000 человек. И таких деревень 6 в Польше, и они внесены в наследие ЮНЕСКО. И у нее набор вот этих рисунков самый большой. И вот несмотря на вот этот тяжелый сегодня путь, и то, что я очень устала, я очень рада, что мы съездили в такое место. То есть древние церкви, древние вещи, их много разных, но вот именно такого деревянного, красивого, такие рисунки, такого антуражного я еще не видела. Удивительно просто, что если ездить по старым таким разным местам, в голове складывается много разных сторон культуры, отображения эпохи разного времени, это отображение того, как люди жили в разное время. И, в общем, удивительно, что в такой небольшой деревне всего на 1000 человек стоит такой памятник, который является, мне кажется, просто порталом в прошлое, потому что ты ходишь и просто трогаешь старину. Ее трогали люди 500 лет назад, когда рисовали, ты как бы к этому прикасаешься. Я очень счастлива, что съездила в такое место, и мне кажется, надо продолжать нам с вами ездить по местам, которые сохранили ЮНЕСКО, или не только, чтобы узнавать разные стороны культуры человеческой, их разные отображения исторических эпох и удивляться этому. Спасибо, что досмотрели. Сегодня только сумбурный немножко ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь и берегите себя.